Внезапный грохот в саду прерывает утреннюю тишину. Марго, стоя на кухне, резко поворачивает голову к окну и видит грязного, тощего пса, стоящего на газоне. Его шерсть спуталась, и он выглядел словно потерянный, а глаза, полные отчаяния, смотрели прямо на нее. Пес был чужд этому миру, и все же что-то в его взгляде заставило ее почувствовать странную тревогу. Он вызывал у нее два противоположных чувства – гнев и сострадание. Марго всегда была против бродячих животных, но этот пес был каким-то особенным. Ее взгляд задержался на его запачканной шерсти, и, не раздумывая, она открыла дверь и крикнула: «Уходи! Иди отсюда!» Но пес не сдвинулся с места. Он стоял, слегка согнув лапы, как будто смирился с тем, что его никто не ждет. Марго почувствовала, как его взгляд затягивает ее в какую-то незримую пустоту, полную тоски. Он, похоже, был не готов идти дальше, но и не знал, где найти приют. Что-то в этом взгляде заставило ее сердце сжаться. Она вздохнула и закрыла дверь, но через мгновение снова ее открыла и шагнула наружу. Подходя к нему, она мягко сказала: «Погоди, я не оставлю тебя в таком состоянии». Она протянула ему одеяло, чувствуя, как его тело дрожит от холода. Пес осторожно подошел, принял подарок, и ее сердце растаяло. Ее решение было ясным. Марго принесла пса в дом, наполнила ванну теплой водой и начала аккуратно его мыть. Шерсть падала клочьями, а под ней открывались страшные следы его жизни, множественные шрамы, словно напоминание о его бесконечной борьбе за выживание. Пес расслабился, когда теплая вода коснулась его кожи. На его лице исчезло отчаяние, и в глазах появилась робкая надежда. Когда все было закончено, она устроила псу уютное место для сна и угостила его едой. Он ел, не отрываясь от нее, словно благодарил за все. Вечером они вышли на прогулку, и пес вел себя настороженно, как если бы каждый шаг был осмотром на возможную угрозу. Марго заметила, как его поведение говорит о том, что он прошел через много испытаний. «Ты пережил что-то, да?» – произнесла она вслух, и пес просто посмотрел на нее в ответ, будто все было сказано без слов. Марго решила узнать больше о его прошлом и отвезла его к ветеринару. Осмотр показал, что Джек, так она решила назвать его, в целом здоров, но его тело было истощено. Ветеринар порекомендовал обратиться в приют, чтобы узнать больше о его жизни. Марго позвонила в приют и узнала, что пес долго жил в заброшенном доме. Пес, с его загадочным именем, становился все более таинственным. Она вспомнила старый семейный дом и решила поехать туда с ним. В доме она нашла фотографию деда с псом, удивительно похожим на Джека. В старом ящике она также обнаружила ошейник с именем Джек и письма от деда. Читая письма, она узнала, что Джек был другом ее дедушки, верным спутником и хранителем тайн семьи. Он был рядом с ним в те годы, когда дед был один, а теперь, спустя годы, этот пес вернулся в ее жизнь, став связующим звеном между прошлым и настоящим. Марго поняла, что Джек стал частью ее судьбы. Она надела на него ошейник, который когда-то носил ее дед, и почувствовала, что теперь их жизнь была связана навсегда. Жизнь Марго изменилась. После развода с мужем она чувствовала себя разбитой и одинокой. 15 лет совместной жизни не принесли ей ни поддержки, ни понимания, но Джек стал для нее тем, кто всегда рядом, кто чувствует ее боль и радость. Он стал ее другом, который дал ей то, чего не смог дать ее муж, безусловную любовь и поддержку. С каждым днем Марго все больше осознавала, что нашла свое место в жизни. Джек стал не просто частью ее быта, а ее душой, ее сердцем. Вместе они создали новую главу в ее жизни, где не было места одиночеству и разочарованиям. Марго продолжала жить с Джеком, наслаждаясь каждым моментом, который он приносил в ее мир. Джек наполнил ее жизнь светом, и она наконец поняла, что нашла не только свое место, но и свою семью и свое счастье. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья,
Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.